Друзья, всем привет! Вы на канале Байлстрим, с вами Михаил. Ну что ж, запустили мы 13-й стрим прохождения по Assassin's Creed Odyssey. Проходим, играем. Вчера вне стрима я зашел фоточку сделать, и тут, оказывается, на меня напал один из наемников. Ну, пришлось его убить и сделать фотку с ним. Вот, как-то так. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Продолжаем. Я, правда, сейчас не помню, зачем я сюда приехал, но... Эвэй, по заданию. Вроде бы тут культиста одного убить и, если я не ошибаюсь, какую-то антилопу. Ну, это так. В начертаниях. В мысленных. Так, восстановить копье Леонида. Это я помню. Вот, глаз культа. Глаз космоса, точнее. И по поводу Эвэя, культиста, тут вроде бы должна быть где-то шахта. Вот, у кентавра есть шахта на Эвэе. В общем-то, как-то выполняем задание, в общем. Всем еще раз хорошего настроения, и мы поехали. Исследуем Эвэй. Быстрое перемещение здесь нельзя. Я даже без понятия, где здесь, собственно, сама шахта. Как-то так. Вот, один из наемников вчера напал. А второго нету. То есть на стриме, знаете, как я пришел, тут их сразу двое на меня налетело. Потом такой думаю, дай-ка я загружаюсь, а тут один всего лишь. Лук мне понравился вчерашний, то, что использует сразу ядовитые стрелы. Почему у меня аватар где-то позади меня? Они прячутся. Так вот. Ладно, побегаем 2-3 часика, почилим в игру. Опять на меня курица напала. Нехорошая. Культ космоса, да? Вот, убейте вожака. А кто это? Что это за вожак-то? Чё себе приехал я? Какой-то... Ага, белый мишка. Михалыч, ты какого уровня? Они тут все 25-го. О! Сейчас он мне, Михалыч-то... Да какой? Ты тихо-то. Область исследована.
Тихо, там еще один. Сори, Михалыч, сори. Хух, ну вот этот, кстати, обстрел надо как-то... Мне, по-моему, писал кто-то, да? Там Да Ричард вроде писал. Обстрел хорошая штука. Но только надо его, мне кажется, подальше, чтобы он работал. То слишком близко он. Так, урон воина, да, нагрудник, я помню, хороший я взял. Его надо только подраскачать нам с вами. Вот, и в задании. В задании культиста шахта, да, там. Так, а что тут еще? Тут охотник за головами. Тут у нас доп. КВСТ. Посылку Вардия. По имени Варда в Коринфинскую крепость. Судя по всему, отправитель был неким Диодор. А вот и не квест, кстати. Приказ о помощи. Поражение Алексиус прибыл на Миконос. Прежде чем вступить в бой с угнетителями, нужно было найти предводительницу повстанцу по имени Кира. Что его настоящий отец находится на острове Тира. Ну, вот это вот можно, типа, взять. Сейчас я посмотрю. Я вот не могу понять, где у меня эти-то зверушки. Зверушки, помните? Дополнительно. Нет, это не то. Так, из тени это не то. Копье Леонида не то. Вот, исследование пещер Греция до острова Миконос. А, вот она, Артемида. Вот, найди лань и убей ее. Обитать на островах Абанта. Она на острове Эбвей в центральной части мыса Артемисий. Вот она, лань. То есть Эбвей. У нас тут получается один культист в шахте и лань. Да, на Эбвее. Плюс немецкий лев. Арголидия. Лев обитает в Арголите. Он в центральной части. Так, тоже надо на заметочку взять. Ладно, я понял. Так, гора. Мыс Артемиси, вот он. Угу. Забытые руины Марксиса. Блин, такой обширный мир, здоровый, серьезно. Зато болото зачистили. Шахта, шахта, шахта. А где тут шахта у нас? Тут приблизительно какая-то шахта. Ту-туру-туру. О, да тут пусто у вас, да, друзья? Окей. Здрасте. Привет всем, привет, друзья. Кофеечек, да. Древесинка. Кстати, вчера с кораблем, я помню, мне не хватило этих
табличек. Ну да, у меня их нету. Хотя леса очень много я набил. Ух. Таблички надо прикупить, по-моему, торговцы, да, подсказывали. Так, урон воина нет. Мне вот этот понравился лук. Хотя они поначалу все прикольные. Что этот, что тот, я имею в виду из оружия. Также и в доспехах. Супер, смотри, там кого-то бьют, что ли? А что у вас происходит? Альт нанять, подобрать. Ты заслуживаешь большего. Работай со мной и убедишься. Давай, спартанец. Ты в там. А потом разберемся. Кого оставим, кого нет. Мужик. А, он все равно нападет, да? Ладно, не будем беспокоить его. Это ж мне еще на 80 часов тут стримить контента. Как минимум, да? 1/3 я прошел, Мишанька вчера говорит. Вроде бы неплохо. Типа а-ля Skyrim, да, какой-нибудь. Кстати, 6-й вроде обещали они выпустить. Так. Здесь, да, давай, залазим. Так, это храм Посейдона. Окей. А куда нам тогда дальше? Давай посмотрим. Храм Посейдона. Быстрое перемещение тут есть. Тут потом откроем. Нам куда-то вот сюда вот. На мыс Антилопе. А потом будем смотреть, где у нас шахта, да? У вас тут что, тоже некий театр? Подлый лицедей! Я злодей! Ты опять переврал текст. Мне трудно, ясно? Этот текст ужасно другие же справляются. Опять, говорит, текст перебрал. Интересно, антилопа будет сложная? Чтобы уничтожить амбар зерном, выстрелите горящей стрелой. Или возьмите факел Т и метните его с помощью. А зачем мне зерно-то? Подожди. Че, богато живем, что ли? Ага. А где еще сундук-то? Позолоченный у вас есть лучше, чем надето сейчас. Говорю, снаряжение проверьте. Да у меня нормально все со снаряжением.
А, ну типа копье, да, возможно. Я ж не отрицаю. Все равно, говорит, проверьте. Да вот пристали-то, а. Луки нет. Луки у меня все хорошо. С топором у меня тоже, по-моему, все прекрасно. А, по курточке, может быть. Ну да, тут урон убийцы. Тут воины, шанс отразить половину урона. Мы же 25 еще получили. Да, есть такое. Шлем волка, да, я вчера разломал. Одел, в общем, тут такой вот наварха, эпическая голова. К общему показателю воина его тут тоже может какие-нибудь гравити поставить. Гравити, блин. Гравировки. Ты что-то прям уже по мультику Gravity Falls там попер, все. Ну, типа нормально, когда с ребенком насмотришься мультиков. Так, антилопа, я иду к тебе. Где-то там место. Где-то, наверное, здесь. А, ее видели в болоте. В центральной части. И, собственно, вон, походу, это болото. Ага. Благородный зверь. Охоте на него позавидуют и боги. О. Ну, давай, сохранимся, попробуем. Довольно-таки крепкие.
Во, стой. Фига себе. Лучше не подходить, я понял. Лучше не подходить к этому делу близко. Ну, хорошая лань, хорошая. Так. Здесь бдительные стражники. Да что-то как-то ты лицо-то куда отворачиваешь-то? Еще и промазал. Отвали. Отвали. Да куда ты, ну? Ага, понял. Максимилиан, привет. Добро пожаловать там. Располагайся. Да как он меня бьет-то? Подожди. Я что-то не догоняю, как он задевает. Типа... Бьешь ты его, бьешь, и он как тебя задевает рогами. Ну... Хорош. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Вот. И опять. Как-то тебя первый раз хорошо так просадил.
сделай. Не понимаю я его, этого ракурса-то. Блин, уворачиваешься, он бежит в твою сторону. Пара-пара-пам. Сразу босса-то с утра, а? Как настрой? Опасное место. Да все равно он бьет, не. Не, это бессмысленно. Вдогонку, типа. Ух. Брат, это нечестно. Ты как-то ударил рогами в землю, что ли? С какой попытки, интересно, я его убью, хотя он мне под уровню. По уровню, точнее. Пробую найти укрытие. Ха-ха, вообще, блин. Здравствуйте. Странные удары, странные. Ну, типа, поначалу-то нормально. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Потом начинает как-то хаотично все это дело. Ох. Урон охотника поставить. Да, я думаю, наверное, стоит вот этот. Тут урон охотника, но это на 100 единиц. И 3 шанса удара. А тут урон от яда, кстати. Тут, то есть, как бы и так хорошо. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
Ну ты лань спортивная, ты что делаешь-то? В какую сторону бежать-то? Сейчас, ребят, я вообще не понимаю. Просто лань спортивная. Нет, типа есть вариация, знаете, какая? Помучиться и... тут есть огонь? Сейчас, секунду, мы знаете, что сделаем? Так, двоечка. Так, удар героя. Так, нужна хилка по-любому. Так, выбери способность, упускает. Мне либо сейчас яд прокачать, либо... Обычные стрелы будут наносить... Вот это, видите, выпускает кровожадную стрелу. Попробовать и... А попробуем яд тогда, хорошо. Сюда. Мощность яда увеличена. И тут оружие и обычные будут наносить урон от яда в течение 20 секунд. Еще вот так яду прокачать. Правую кнопку и единичка. Вот эту вот штуку попробуем. Тут наверняка есть охрана. Сейчас, ребятки, я одну альт-момент. Двоечка, да? Сейчас я подойду. Типа как-то странно эти доты работают. Может быть,
Я их не совсем так хорошо прокачал, эти доты. Во. Какая-то обилка не то. Надо время этой обилки. Ну дай ударить-то. Да как ты? Награда за мою голову. Тихо, 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 брат.
Блин, у меня аж... Все замерло, хотел сказать. О, е! Да. Хорош. Шкура киренийской лани. Предмет для задания. Не, ну это реально сложно. Вот эта обилка нормальная. Вот на единичку. Мне очень понравился. Он такой, типа, бахает с каким-то микростаном, что ли. Ух. Это жестко. Так, теперь нам здесь надо найти некий рудник. Рудник кентавра в Эбвее. Это у нас оккультист. И потом можем отправляться немейского льва где-нибудь ловить. Ну, типа, ближний бой бы я стопудово бы не одолел его. Эту лань. Потому что он настолько размашисто этими рогами махает. Так. Орехалковая руда. Это кто, Михалыч? Нет, это олень. Стой ты, стой, стой, не суетись. Ух. Где тут рудник? Стоять. Давайте далее. Так, доброта убивает. Остров Абанта. Культист, 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 культист. Есть шахта на ФБ. Шахта, где же тут она может быть? Тут Михалыча мы завалили на болоте. Тут антилопу завалили. Гора какая-нибудь, Орхи. Отнесите шкуры лань. Попозже сделаем. Сейчас еще островок тут обшныряем. В поисках культиста. Аксельмен, как твои успехи? Как продвижение в Одиссее?
Я, кстати, вчера мне выпал этот опять канал очень интересный. Он занимается именно лором в Одиссее. Ну, если надо, то я найду. Там что-то записи какие-то, как-то называется. И там вообще все про лор, кто с чем человек рассказывает. Вообще залипательная штука. Ролик смотрел, наверное, ну, около часа. Кто такая Лилия? Рассказали. То есть, оказывается, работала она на Абстерго, была нанята дочерью главой. Короче, глава, у нее есть дочь. Она наняла вот эту Лилию, которая аниму создала. Блин, так классно. Подзалипал. Так, а ты у нас кто? Опять висит. Ладно, я у тебя лук возьму. Можешь дальше стоять. Собственно, ролик-то я особо-то не смотрел, потому что я себе бы наспойлерил. Очень много. Ну, в начале неплохо. Опять олени. Так, шахта ВВ. Шахта. А чё это вы? А чё это? Подожди. Михалыч. Михалыч. Мастер топора. Если у вас заканчиваются стрелы... А, я понял. Но у меня, по-моему, автоматом стоит. Лук охотника. Тут я, кстати, лук охотника поставил. Так, что мы с вами нашли? А, это лань. То, что убили, надо сдать. Опять, что ли, Михалыча? Ух ты! Какой-то Михалыч прям это самое резкий, дерзкий. Окей. Пойдем-ка залезем. Пещера. Сейчас мы придем в пещеру. Шахту. Так, а тут нет руды? Нет, не вижу. Шахту бы нам, да? А не пещерку.
А вообще мне вчера по лору сказали, тебе нужно в шахту идти. Ой, в шахту, в Спарту. И в Спарте что-то там делать. Ну давай посмотрим, кто тут, что тут. Катартис какой-то. Да ладно. Ребят, вы чего, ребят? Спасибо за сказку. Увидел в твоем ВК и купил себе такой же монитор Samsung 32 Odyssey. Поддержал на сумму, спасибо за подсказку. Увидел его в твоем ВК и купил себе такой же монитор Samsung 32 Odyssey. Да, дружище, не за что. Я сам сижу в шоке, теку иногда это от такого разрешения и так далее. Спасибо тебе от души за донат, Евген. Спасибо большое. Там единственное только, если он у тебя не будет при включении ПК работать. Сейчас я тебе скажу, потому что я смотрел обзоры. Когда ты включаешь компьютер, у тебя он может не работать, да? Есть такая функция, когда ты нажимаешь на джойстик, есть, сейчас скажу. Есть система, нажимаешь на систему и в самый низ листаешь, самый-самый низ, и там будет индикатор питания включения. И тебе надо будет выставить либо ожидание, либо работа. Вот. И тогда он начинает работать функционально. То есть ты включаешь компьютер, и у тебя включается монитор. А бывает, что у некоторых такого нету. Плюс еще смотри обязательно обновление ПО. То есть на сайте производителя ты вставляешь флешку сзади монитора, и он тебе его обновляет. Вот, как-то так. Спасибо еще раз. Не было таких проблем. Ну, раз не было, это хорошо. Потому, как я говорю, по обзорам, у меня монитор сначала не работал. Пошел смотреть обзоры, а там человек пишет: да, у меня он не включается, типа, проблем нету. Я думаю, что-то не то. И начал лазить в настройках. Оказывается, вот, индикатор надо переключать. Вот. А с другой стороны, вообще хотел 27 дюймов диагональ взять, а он подешевле, там около 22, по-моему, они сказали. Но его не было. Да вроде бы не было таких проблем. Ну опять же, если у тебя через DisplayPort, еще смотри FreeSync, если у тебя DisplayPort, то должен работать G-Sync в настройках видеокарты. Но если через DisplayPort, у меня через HDMI, у меня пока нет такого. То есть включаешь FreeSync и в драйверах G-Sync. Ну, короче, там очень много, на самом деле, этих нюансов. Так, шахта, где мы с Артемисией находится. Мы с Артемисией? Понял, буду сейчас, значит, искать. Спасибо еще раз за поддержку. Я надеюсь, что Моник тебе понравится. Ну, мне кажется, мне любой бы понравился Моник с Full HD 60 кадров. Вообще любой. Я имею в виду, который 2К. Через DisplayPort, значит, повезло. Ну вот, видишь, а у меня через HDMI. В комплекте не было DisplayPort. Ну там, знаешь, как вообще на самом деле они тоже, эти продавцы, мутные, честно скажу, то что... Я им говорю, а сколько гарантии? Он говорит, у нас нет гарантии. Я такой, как нет гарантии? От производителя на возврат. Ну, вроде немножко пояснил, там, говорит, возврат, там, типа, туда-сюда. А потом, когда Моник уже взяли на кассе, такие... Ну, у вас 2 недели на возврат, короче, и год от производителя, типа, можете по гарантии там обратиться. Я такого здорово, как в этом плане. Очень не хочется по G-Sync посмотреть, как оно. Вот, в Одиссейке, если будешь, ну, я имею в виду, где будет поддержка этого... HDR, вот в Odyssey HDR мне нравится, но мне не нравится, как выглядит в OBS-ке. Слишком засвечено. То есть ужасно. А в самой игре вообще супер по HDR играть. Но не на рабочем столе, какой-то он бледный.
Вот, как-то так. Посмотрел сейчас шахта выше, где ты сейчас синхронизировался. Там вверх поднимайся. Вопросительные знаки. Samsung вроде раньше 3 года давали, не обратил внимания на чек. Ну, нет, может быть, в техническом. Ой, в техническом, что я говорю-то? В технической документации надо посмотреть. Чуть выше горы Дирфис. Подожди, так мы с Артемидией или... Вот, вообще смотрел обзоры, что Samsung, по-моему, одни из первых, которые пошли эти мониторы изогнутые делать. Но изогнутость, она поначалу класс, а потом как-то въедается, что ли, и уже даже не смотришь на изогнутость. Но все равно супер. Вверх поднимайся. Но вверху здесь, вот. По знаку, если смотреть. Сейчас, Максимилиан, сейчас найдем. Че, мы зря на остров пришли. Сейчас где-нибудь найдем. По вопросительным знакам, по точкам, да, побегать. Ну да, там, если близко к локации приходишь, то тебе говорят, что рядом что-то там есть. Ну вот, если смотреть вот так вот, да, вверх, то оно, вот оно. Вот они точки. Здесь точек нету. Я вообще думал, что в руинах где-то будет шахта. Да-да, Евген, ты мне как раз еще, по-моему, там поправил кто-то, что я когда ссылку делал, немножко не ту взял. Там 27 диагонали, а там 32. Ты же вроде, да, поправил? Ну, супер, супер. Там еще, правда, есть G7 какой-то, G5, вот в этом исполнении. А есть еще G7. Там цена, кстати, у нее не такая большая, от G5 была. Но я как глянул, что-то разрешение 3800 точек. Думаю, куда мне под видюху-то 2060? То есть там даже герцовка повыше, там что-то картинка послаще, там, по-моему, 400 кандел яркость, по-моему, как бы. Здесь 250, там 400. Ну, думаю, нет, это слишком. Но выглядит посочнее G7. Есть, конечно, минус. Жена просит качать сериалы в максимальном качестве. Все, я принял. Ну, это семья. Ты че, у меня сынишка прибежал за моим моником, с руками забрал. У меня этот Asus был. Ему сколько там? Лет 12 этому монику Asus. Да, лет 12 ему. IPS матрица, там, правда, Full HD 60 кадров. Ох, я на нем долго сидел. Сын прибежал, все, давай его сюда. Но IPS-ка все равно ярче. Тут, по-моему, VA матрица, да? Но, а там мои глаза. Так, Максимилиан, короче, ищем. Это лагерь. Это нам не то. Давай-ка вот сюда вот, по точкам, да, пробежимся. Ищем шахту. Евген, если не секрет, почем обошлось? Я скажу так, я брал в видео, где-то 27, по-моему, вышло. Может быть дорого, может быть нет, но... Может быть, чего я сына с внуком перепутала? Блин, Крошка, ты, походу, бабушка, которая мерещится дедушке. Тебе так не кажется? Ты пытаешься вывести на хейт какой-то. Но твое мнение очень важно. У горы Дифрикс шахта.
Слушай, ну у горы там... Мы вернемся туда, но я что-то... Судя по тому, что если искать сверху, то я залез вверх самый. Да, а если по берегу... Подожди. Синхронизация была. Вот смотри, тут синхронизация на пике я сделал. Тут сразу точки открылись. А тут никаких синхронизаций... То есть синхронизация была, но никаких этих не было. $27... А, ну вот. Ну да, в принципе, цена, она не настолько разнится. Я понял. Она вправе находится... Я уважаю старших без обид. Да не, какие обиды у тебя? Мне кажется, просто у тебя мерещится что-то. Ты как та бабушка, которой мерещится дедушке. Ты где во мне дедушку-то увидел? Как бы я не обижаюсь. Мне вообще ровно на это мнение. Ну, правильно находиться... А, правее. Ну ладно, я сейчас тогда по побережью побегу, может там что-то найду. Если чисто визуально, то вот они. Нет, это на пост похоже. Вот что-то вот с этого. Нет, это какой-то не то, это скала. Вот здесь вот, возможно, есть. Географически так прикинуть. Это лагерь. Хорошо. Правее. Правее у нас только здесь. Правее вот здесь. Вот две точки. ДНС. Не, у нас там ДНС есть рядом, но там не было такой штуки. Мы там что-то процессор глядели. Но консультанты это прям, вот честно скажу, бомба. Дружище, а есть какой-то возврат там, да, там туда-сюда там? Не, нету ничего. Как нету, я говорю, по закону 2 недели. А, ну это, да, есть. Такой, знаешь, неприхотливо так, типа съехал с темы. Шахта у берега. Он мне, по идее, сейчас должен дать. Какая твоя первая игра? Space War? Не, ты чё, какая Space War? Нет. Я даже не знаю такую игру. Первая самая. Ну, скажу так, самые, наверное, первые, если брать Дэнди какую-нибудь, то это танки, утки. Вот пистолетом, когда стреляли. Это самое первое. Если брать ПК, то это, по-моему, герои третье. Герои меча и магии. Если брать какие-нибудь плойки... А, ну вот. То это, возможно, Twisted Metal, что-то вот из этого... Эти файтинги, Motor Combat там. Они как бы каждое время... Ну, в каждое время по-своему... Ну, то есть... В одно время плойка вышла, там одна игра, в другое там Сонька вышла, там, или там это Дэнди, там Сега, там и так далее. Вот она шахта, кстати, да. Буду осторожен. 62-го. Ты с ума сошел, что ли, я 81-го? Какого 62-го? Я еще тогда, желтком был, или белком. 62-го года. Тихо, прячь. А, да, я ж...
Это шахта. Братаны. Вот, вот да. Я шахту обрадовался, увидел, но я что-то полез неосознанно. Вот-вот-вот, ты нашел игру, блин. В апреле 62-го. Нужно действовать осторожно. Да? Давай. Сейчас, секунду, мы... Так, урон воина, 3 секунды горения. Нам надо что-то посмотреть по... Тут тоже 10 урон убийцы, и тут урон убийцы. У меня вообще все в убийцу, а я не убийца. Тут меня убили. Так, сейчас, секунду. Это у нас освободите узника, заберите сокровища, убейте главаря разбойников. А этот, короче, как его? Оккультист находится, видимо, в самой шахте. Если он вообще здесь. В контру? Нет. Нет. Ты орел. Орел, братан. Да сколько в нее можно-то играть, в эту контру? Раз, два, три. Не сегодня! Уйди отсюда! Это где они такой череп-то нашли? Ты посмотри. Хорош. Тут типа говорят, убейте капитана. А, главаря. Да, главаря. Но тут как минимум 3 капитана стоят. Или кто-то. Вот, раз, два, три, желтенькие. Как я их должен выщемить? Ту-ту-ху-ху-ху. Мужики, тихо. Это откуда? Из кустов. 25 уровень. Мы с вами тоже 25. Я горю. Если вы горите, бегите в воду. Нету тут воды. Я отравленный был. Нужно быть осторожным. Да я вообще без понятия. Тут как ни зайди, тут такой обстрел идет колоссальный. Стой! Не, ну я неплохо коцает. Фига себе ты хорош. О,
Здесь, говорит, никого. Согласен. Блин, тут еще и песик, привет. Есть контакт. Ты где? Где моя стрела? Хорошо. Да стой ты. Нас стреляют оттуда! Да-да, поднимайся. Ух, хитер какой, а. А ну иди сюда! Ты кто? Извините. Во, брат, а теперь давай с тобой 1 на 1. Тихо ты, подожди, подожди, ты колотушки. Опа. Орел, орел, помоги. Тебе конец! Теперь бежать. Уху. Так, стрела, 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 это хорошо. У нас, правда, там еще один остался. Он там трупы переносит. Хорош. Вон там! Ну ты где? Ну вот так вот аккуратненько мы вроде как бы разобрались. Потихонечку, помаленечку. Так, орел. Нужно твое присутствие. Там еще некий Кэп бежит. А, это просто постовые. Сейчас мы... ринемся далее. Ребята, выходите. Я свободна.
даешь, а и пятнешь. Ты же не вернулась ко мне. Как мне отблагодарить тебя? Мне бы теперь сокровища собрать. До этого найти культиста. Туру-ту-ту. Спартанский пояс. Ну ладно. А тут сейчас какие-нибудь змеи. Не? Ты чё это так машешь-то, А это, видимо, тот культист, кстати. Ага. Опа. Братан, вырубай берсерка-то, ну. Есть. Уху. Да, это он. А, забрали мы у него артефакт. Бич культиста. Убейте не менее 5 культистов. Фух. Спасибо. Спасибо, мы одолели. Мы нашли его. Химера ведет поход к Андросу. Ничего не понятно, какому-то Андросу. Может быть, дальше он будет. Все равно это самое так-то сложновато. Проникнуть, потом его еще убить. Стили-то. Еще парочку можно и копье прокачивать. Я все не пойму, про какие это самые там перки вы мне говорили. Ну, я имею в виду про таланты. Обилки там или что тут такое. Возможно, да, когда копье прокачается. Посмотрим. Андрос это там где-то копье прокачивал. Там у меня 2, по-моему, острова. Сейчас я выйду отсюда. Но на этом острове вроде все дела сделали. Антилопу убили, Михалыча завалили, там болото зачистили. Может быть, тут есть еще, опять же, какие-то культисты, но потом нас это приведет. Так, давайте, да, 2 минутки. Спасибо большое, да, еще раз за поддержку. Нет, на самом деле это супер, если
покупка оправдывает твое желание, твое доверие. Ну, там, что ты хочешь, там, телефон, либо монитор. Прям искренне поздравляю. Вот, кому-то приставка, кому-то что-то. Самое главное, чтобы движняк был. Да и радовало глаз. Вот, а мы посмотрим сейчас секунду по заданиям. Там, где я, говорит, копье прокачивал. Урон убийца, крита финским солдатам. Тут у нас горение, урон воина. Но тут на целую 1000 упадет у нас убийца. Попадание в голову. Вот это, кстати, интересно. Я думаю, что лучше что-то можно найти. Агамион какой-то. О, урон от яда, урон крита. Стоп. Не понял. Урон охотника, урон убийцы. Спартанским этим. Если я одену кинжала, урон убийцы у меня также. Урон от яда. 15 крита. То есть, как бы, кинжал вот эти в теории лучше, чем топор. Если мы говорим исключительно про яд, про убийцу и про силу крита. Да, это еще... ох ты. Тут плюс наемники. Неизвестный мудрец. Спасибо, Евген, спасибо. Давайте, да, 2 минутки, друзья, сделаем. И потом дальше. У меня вот с этой стороны, вот он, Хирис. 25-й. Можно поискать, он прям без маски уже открытый. Олимпийский чемпион. Сейчас придем, разберемся. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Так, ну что, господа, будем дальше искать. Дальше искать. Мы можем, кстати, сейчас посмотреть по заданию. Так, где копье я улучшал, да? Немейский лев. Ты где есть лев немейский? Подожди.
А вот, собери часть артефактов. 2 из 7. Нет, нет, нет. Мир. Пять тысяч метров. То есть это где-то недалеко. Можно в Хирис к Арголиту отправиться. В Хрисис, точнее. Сейчас я посмотрю быстренько. Алкивиад попросил достать небольшую посылку Варда в Коринфинскую крепость. Может, вот эту вот штуку возьмем? А по культистам, да, это имеется в виду вот этот вот Хрисис. Чтобы помнить о своей роли в служении культу, всю жизнь она похищала детей. А, это же, бабушка, да. А где у нас? Отправляйтесь в Арголиту. Арголиту. Ну-ка, где она у нас? Вот она у нас. И доставьте посылку Варде. Это что? А, это вот здесь. Плюс еще нам надо сейчас эту Артемиде шкуру этой лани сдать. Вот. Сейчас пробежимся, сдаем. Где эта посылка-то? С какой стороны-то? Вон она. В крепость, говоришь? О. Так, еще этого бог вина, как его там отцу рассказать? Прочь! Тебе здесь не место! Понял? Поищу укрытие. А как мне тогда достать посылку-то? Брат. Типа он меня не заметил. Тихо-то, тихо, я посылку несу, тихо. Шу-шу. Скрытая атака. Блин, а? А, у меня ж кинжал, точно. Ух ты, не порежься, брат. Прыгни вниз. Фу. Надо Михалыча выручать, сейчас он им даст трепки. Михалыч, ты где у тебя ворота? Ой-ой-ой, там огонь зажжен. Михалыч, выходи. Помогай. А ты кто?
Да подожди ты так-то. Стой. А чё, Михалыча нету, что ли? Мое почтение, Мишаня. Брат стоит постовой, блин. Стой, стой, ты куда? Ага, я здесь. Предводителя убил. Тихо, 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 ребята, по очереди. Шкуру, я за шкурами. Ага, извините. Я почти заскучал. Не, ну это тебе бы вторым оружием топор, урон спартанским. Я понял. Учись работать кинжалами. Все, ядком накормили. Опа. Стой. Ух. Да подожди ты так-то, ну.
Это типа босс в кавычках. Ох, ребятки, ох, сколько вас тут. Ладно, грудь забрали. Не, копейщики это дело опасное, поэтому байтим, байтим. Да-да, я понял, я принял. Да стой, стой. О, орел. Хорош. Понял? Друзья, вроде все. Немножко беготни, но мы посылку-то доставим. Вот это кинжала. Нет, ну шикарно. Чего, увернулся. Он вроде как поворотливее. Ты смотри, сколько тут всего. Пять сокровищ. Все-таки нет, я-то топор против афинских, но я сейчас сделал акцент на том, что кинжалы урон от яда дают, плюс лук урон от яда. И тут все в яде. Так, а это что у нас? Урон воина, не. Ну вот этим спартанским ты, да, там написал? Матрица отдыхает, да вообще. Прям... Не, ну сложно. Ну, с ними полегче, на самом деле, чем с любым каким-либо животным драться. Я имею в виду там лань, либо кабан или еще что-то. Но у меня вроде спартанским, а это были как раз-таки, по-моему, спартанские воины. Так, хорошо. Продолжаем беседу. Движуху. Косу поставить.
Капюшон следопыта. Ох. То есть, типа, лучше в дот-эффекты не качаться, да? Ну, я имею в виду кровотечение, отравление. Или что тут? Даже горение, отравление. Так, это урон охотника, урон воина. Защита к стихиям. А у меня тут воина 10. Показатель брони. От тяжелого клинкового. Тут интересно, типа, что у охотника и воина сразу идет в скупе, а здесь показатель брони. Да ладно. Урон потеряю, а резист какой-то получу. Так, это у нас воина к стихиям, это у нас убийца. Так, эти тоже ломаем. Что у нас по капюшону? Ну вот, урон от меча и кинжалов. Кстати, неплохо. Но тут крита, общий показатель брони, опять же, как у куртки. А вот афинским солдатам, но мне надо спартанским. Тут у нас охотник вырастет, воина урона немножко подрастет. А, от того, что у меня кинжалы стоят, да? Показатель брони. Не, пока оставим. Топор, сапоги зря разобрал. Да не, я думаю, нормально. Я не жалею. Это при полном здоровье, что типа крита дает. Я думаю, найдем в разы лучше. Брат, тебе посылка. Я тут добирался. С минут 20. Не, такой себе перк, я думаю, при полном здоровье, чтобы выдавал крита, это надо в стелсе. Это постоянно держать хилку, наготове реген, чтобы у тебя шел. Ты не тот, за кем я посылал. Что тебе нужно? Это тебе. Давай. Кто-то пошутить решил? Это же слепок мужского органа. Что тут написано? Для твоей жены Фелии, когда заскучает по мне. Говори, кто отправил? Алкивиад. Я получил пакет от Алкивиада. Алкивиад? Он рос в доме Перикла, среди влиятельных людей, и теперь думает, что ему все дозволено. Но это ему Подожди, а он же просил, чтобы я не рассказывал, да? Да пофиг вообще. Такое в игре редко выпадает снаряжение. Ты имеешь в виду шанс крита? Да ладно, чё уже воротить? Сломал. Сейчас попробуем, типа, через яд поиграть как-то. Видишь, и кинжалы вроде на яде, и лук с ядом, и пассивки там, как это, перки можно на яд. Привет, удачного стрима и хорошего дня. Да, Ричард, здравствуй, дружище. Здравствуй, добро пожаловать. Ты кто, брат? будут легкие деньги. Понял. Кого сломали?
Да открой лицо-то, ну. Кого сломали? А, да про сапоги. Дружище пишет просто там, видишь, что это... Хорошие сапоги сломал какие-то. А я говорю то, что, ну, пока... Попробую с другими как-то эффектами поиграть. Через яду, в общем. Не, ребят, ну вы что-то вообще... Ну я понимаю, там на двоих, но тут еще один. Уберите эту птицу, там Икар, короче, бахает. Еще Михалыч, да. Привет. Ладно, надо уходить отсюда, ребятки. Мы задание с вами выполнили. Единственное только... Я недовыполнил. Опять всех наемников вокруг себя собрал меньше, чем Линк, больше, чем... Да, тут по-другому не получилось бы. Сокровище, сокровище. А где у нас сокровище? О, сокровище. Подожди. Дэд, привет, привет. Добро пожаловать, дружище. Блин, нет, они мне не дадут, короче. Ладно, я, по сути, сюда с квестом приходил. Плохо то, что я не зачистил до конца. А да тут погони были, это опять вокруг наемника собрал. Погони были жесткие тут. Меня никто не заметит. Сначала весь лагерь налетел, потом вроде как один наемник. Одного наемника начал прессовать, видишь, как, ну вот как раз ты подошел. Тут еще парочку прибежала поздороваться. Так, ладно, это задание мы сдали. Вернитесь к Алкивиаду, да? Мне надо сейчас вернуться, сдать квест, плюс потом сдать по поводу Лани убили сегодня. Оленя, в общем. Решил в мой ДР стрим сделать. С днем рождения тебя, дружище. Всех благ тебе, здоровья, счастья там, успехов во всем. Располагайся. Сколько вам, если не секрет? Стали на год мудрее, старше. Ну, каждого по-разному. Начал скучать. Надеюсь, ты доставил посылку? Я сказал Варде, что это от тебя. Что? Я же велел передать, что посылка от Диодора. Придется придумать, что... Я вот забыл про этот квест. Я долго работал над этим слепком. Так он был твой? Да, этот чудесный экземпляр мой. Жаль, что ты ему рассказал. Ладно, иди, надо подумать. Какие-то... Большой и толстенький меньше, чем Линк. Ты представь, ты полубог, а выполняешь поручение отнести склеп его этого агрегата, да, кому-то. Да нафиг он мне нужен с этими квестами. Расти большой и толстенький.
как этот, там, где дрябло, там и нежно, да? Ну, вот типа так. Так, задание. Где у нас эта антилопа сдать? Это глаз, это не то. Артемида, вот, Артемида, где ты, мать, где ты? Из тени. Леонида. Так, это до острова, это не то. Философ. Вот он, Артемида. Отнесите шкуры Дафне. А где у меня Дафна-то? Дафна-то где? 185, куда я больше? Ты фунтов или килограмм? Если фунтов, то там где-то килограмм 80, по-моему, выходит. Я, честно говоря, не помню, как у них там измеряется фунта. Ну да, у них сантиметр 2,5 фунта. А килограммы, по-моему, так же. Кажется, СМ. Я про рост, а вес 95. Нифига себе, да ты какой-то. Совсем телепузик маленький, ага. Меньше, чем Линк, больше, чем... 185. А ты могешь. Это у моей этой жены тоже подруги есть. Там одна подруга. В ней где-то 2 с чем-то в ней роста. Но я ей даже по плечу. Вот во мне 1,69 м где-то. Я ей даже по плечу не достаю вот головой. Там барышня такая очень высокая. За 2, да. Так, Артемида. Спасибо, а тебе стать круче, хотя ты мощнее. Так, лет 18 тебе. Ну, нормально. Вся жизнь впереди, как говорится. Успехов, главное, добивайся своих. К своей мечте. Так, это вот стрелочка ведет. Это где я стою? Это Афродита. Ребят, неужто я смотрю и не вижу? Шкуру Дафна. Где у нас Дафна? Где у нас Артемида? Ты серьезно, что ли? А, вот Арголит, это мы сейчас туда пойдем. Всему есть предел. Дафна в Факиде. Факида. Так, это Эвэй. Фу ты, ё-моё. Спасибо, Максимилиан. А она прям под орлом. Смотри, как тут заныкалась. Еду как-то раз в метро, заходит в вагон девушка. Если бы я встал рядом с ней, то над моей макушкой как раз бы были ее груди, а рост у меня 174 сантиметра. Ну вот, то же самое, я говорю. Есть такие люди. Ну им бы на самом деле каким-нибудь плаванием, баскетболом прям, наверное, смотрелось бы. Да и достигали бы каких-то высот с таким ростом. А в тебе 174, а ты даже, ну, опять же, до плеча, да? Ну да. Хорош. Охотник, рада видеть тебя. Дафна, какой теплый прием. Я дала опасное задание. Ты мог погибнуть или сдаться? Ох, я часа 2 мог погибнуть, там мутузил. Ради я на все готов, опасность для меня пустой звук. Давай, Иду через все, что угодно ради... симпатию проявим. Кажется, ты забегаешь вперед. Кажется. У меня есть шкура лани. Шкура киренейской лани. И слепок этого Встретила ее и была потрясена этой дивной... блондина.
Тебе что надо, слепок или лань? Лань была восхитительна. Охотиться на нее. Воистину, когда видишь нечто настолько необыкновенное, ты теряешь дар речи. Артемида не ошиблась, прислав тебя. В твоей груди бьется отважное, но доброе сердце. А Михалыч какой там был белый. Я добуду остальные... Тоже жалко. Но мы победили его. Что это за стрела смерти, друзья? Что это? Это что это такое? Что делать-то? Стрела смерти, говорит. Куда там? Ой, ты, за мной охота там вовсю. Подожди, надо заплатить дань. 2000 заплатить? Да вы с ума сошли, что ли? Какие, блин... Тихо. Смешание пришел по мою душу. Угу. Сейчас, подожди, брат. Шлем бойца, убийцы, спартанским, охотника. Мое почтение. Но выглядит он интересно, как по мне. Нет, крита неохота терять с капюшона. Урон воина, урон от яна. Нанимателя. Чё там нанять, говорят? Найми нанимателя? Сейчас смс-ка прилетит. А тяжелого клинкового нет. У меня, по-моему, поинтереснее имеется. Во! Стрела смерти летает быстрее, проникает глубже и наносит большой урон. Но они тут кушают... Тут есть просто дерево. Тут еще и стрелы можно ставить. То тут шкуры, короче, металл. Ну, дерево оно... 6 дерева за одну стрелу. У-у-у. Ладно, постреляем. Лучше кокни нанимателя. Думаете, кокнуть? Так, сейчас я тут немножко... тут качать нечего. Вот это вот классная штука. Не, ну серьезно, ну прям... Скидыш. Так, а тут ваши знания ядов не вызывают сомнения. Мощность яда увеличена. Отравление длится дольше. Сейчас мы будем мастером яда. И вот эту вот штуку я хочу прокачать. Она хоть натягивается долго, подготавливается долго, но когда ты ее просто вдариваешь, там щит у него чуть ли это... Не звенит от удара. Показал, блин. Хозяин орла, Алексис. Так, это побеждены, да? А я уверен, что я убью? У меня есть там заточка? Прикольная стрела.
А точно лучше было кокнуть нанимателя? Ну где же? Там еще один идет. Поэтому я здесь. Лучше беги. Ну, короче, они меня сейчас тут просто осадят. Так это охотники за твоей головой, а я имел в виду, кто назначил за тебя награду. Да, я всех пытаюсь тут убить. О боги! Сколько стрел! Начинай бояться! И орел еще бьет. Че, зря яда, что ли, качал? Там еще эта с рысью мадемуазель пришла. Тому, кто убьет тебя, щедро меня! Ну где же ты? Все, я не буду больше, я уйду отсюда. Это просто навыки стрельбы тут улучшаешь. А кто назначил на меня? Кто это? Кто это-то? Шмель. Полосатый. На карте только я могу откупиться. На меня слишком много. Да вообще. Слишком много, это мало сказано. Так, ну и где мне посмотреть-то? Да, Ричард, я пока не вижу, как тут узнать. Знаешь, что только заплатить. Ладно, ладно. Что мы дальше делаем? Мы с вами сдали шкуру. Так, теперь нам надо найти... культист. Культист это ведьма, бабка. Как она? Хрисис, вот, вот. В Арголиду. Отправляемся. Так, надо бы запомнить. Факидия. Так, Арголида где-то здесь. Чего до смерти? Возлюбленная. Контракт он просто... Это что это я уже взял? Какой-то квест.
Игра все насыщеннее и насыщеннее. Противники посложнее, да и ты, в принципе, посильнее бьешь уже. Нужна помощь наемника, незнакомец? Помню одну поклонницу моих речей. Говорила, как услышит меня, будто умирает. Выходит, лучше умереть, чем слушать твои речи. Что ж, тот, кто их Это откуда я квесты взял? ведь словом, отнял ее у меня. Смерть настигнет каждого. Хоть налог и Угу, спасибо. денег не было. Начался бой. И ее убили? Верно. Но хоть мои слова и потеряли смысл, может, они все еще способны нести смерть. Ты просишь убить спартанского командира. Именно так. Тебе сегодня везет. Я уже сделал все, что нужно. Ты сдержал свое обещание. Я сдержу свое. Это тебе. Я довожу дела до конца. Так. А, задание выполнено. Это было какое-то некое задание. Я хотел бы к кузнецу зайти, посмотреть эти таблички, прикупить, да? И Хрисе задание так, настигнет каждого. Сейчас будем смотреть. Арголида. Вот она, есть. Так, и кузнеца, я думаю, что... О, как раз таки здесь мы его и найдем. Типа, прикинуть этот лук улучшить хотелось бы, оставить вот этот с ядом. Кинжалы прям ядовитые, и это вообще прям... Шинкуют прям. Единственное, только как надо уворачиваться. Так, ну, я думаю, что спадет потихоньку это на нас охота. Ой, ребят, а чё вы, подожди. Пришел к кузнецу. Какой-то правитель. Да лучше, конечно, убейте. Это что это за дела-то? Вас сколько там? Вы почему так? Ну, короче, надо откупаться. По-другому вообще не житие-бытие. Это надо сидеть и залипать, чтобы они все утихомирились, да? Да пошел ты. Друзья, ребятки, вы что ж спартанцы, вы что творите-то? О, занавеска, пусти! Не пускает. Смотри, аж с метлой за мной. Меня метлой убили. Топ-контент.
Просто крестьянин на залез, вот такой вот простой паренек, метлой тебе, ты чё тут хоть? Окаянный. Пух. Пылью просто задушил. Покупатель. Так, мне бы... В небо. Урон убийцы, да? Тут охотника, тут убийцы. Заменяет обычный стрел на отравленные. Очень много дерева. Возьмем клыкастый лук. Пока что. Купить у тебя таблички где-то есть? Нет, у него только дерево. Чего? Ну, можно Фобуса купить другого. А кто-то мне... Подожди, ребят, а кто мне подсказывал, что у него таблички можно прикупить? У него нет табличек. Вот этих вот. Может, я что-то не то делаю? Губительный выстрел. Так, это урон воина мы можем. Это от усиленной атаки 2%. Урон охотника от попадания в голову к шансу крита. Боевой клич. Вот, град стрел. Пинок спартанца. Выстрел хищника. А я, по-моему, не использую выстрел хищника. Привет, привет. Добро пожаловать. Эх, завидую. Сейчас, я секунду. Да благословит. А, вот он выстрел хищника. А это губительный выстрел. Вот мне надо губительный выстрел, да? Чем могу помочь? Гравировка. Михась, чего там? Привет тебе, привет. Добро пожаловать. У кузнецов бывают таблички, у них ассортимент меняет. Ага. Завидую, как играть. Да я какой тут... Что-то пытаюсь. Что-то пытаюсь бахать. Губительный выстрел. Есть. Урон от способности. А еще можно какой-нибудь? Нет, только заменить, да? Получится. Ладно. Так, а у кинжалов, если мы посмотрим. Кинжалу тоже что-то нужно. Урон воина, урон охотника от огня животным. Просто один урон. Удар героя. А, это кританул, чтоб я понял. Это... Адреналина за удар. Ну, кстати, вот это хорошая вещь. Он бьет очень часто. Да, попробуем. И улучшим, да? У нас тут от яда к адреналину за удар. У нас адреналин удар, сила крита от яда убийцы. Улучшаем. Улучшаем. Так, по топору. По топору пока не надо. Лук мы с вами улучшили. Шлем. Шлем, возможно, лучше, да, пойдет. Вот, кстати, шлем, гравировку сейчас посмотрим. А, у нас еще следующий шлем будет урон убийцы спартанским. Вот надо вот это делать. А попадание в голову. Пригнувшись, скорость передвижения. Смотри, новая. Урон убийцы.
Можем потратить урон убийцы, это не так дорого идет. Шлем чисто для раскачки. И уходим отсюда. А то сейчас мне опять с метлой придет кто-нибудь и убьет. Ты что-то сегодня, Михась, да нормально так как-то. Фиг его знает, что там завидовать. Играю, как играю обычно. Вот. Идем с вами дальше. Хорошего вам дня там, да, располагайтесь. Идем дальше сюда. Откупиться. Два косаря откупиться, ладно. Я еще и при этом не продавал толком. Пойдем пробовать убивать еще одного культиста. Бабку, которая воровал. Бабка Яга, я ее называю. Воровал детей. Воспитывала как-то там. Ну, наверное, неправильно. На благо культа, в общем, воспитывала. Лук есть. Фобус есть. Что-то корабль моргает. А, точно, я ж наемника взял. Какого? 9 прочности корабля. От метательных копий, от горящих метательных копий 15 урона при низком здоровье. Иви Фрай. Урон от стрел. Еще 6 прочности. А, это 9, это 6. К броне. Вот тут, кстати, я вот тоже не знаю, как оно идет, считается, типа броня. Броня гасит горение. Если прочность, то это здоровье. А какой смысл у тебя здоровья, если тебя огнем жарит и здоровье быстро улетает? Вот. Вот как тут? Типа накладывается этот эффект горения и все. Прокати меня, лошадка. Это она, да? А, нет. Смотри, опять ребенка украла, да? Мисти, помоги, умоляю тебя. А вот эта женщина, по-моему, я как раз-таки спасал ее ребенка. Я еще объяснила, она чуть ли не сожгла. Ну, значит, так и надо. Да, это она. Значит, так говорит и надо. Тише, скажи, что случилось. На нас напали в лесу. Мой муж хотел защитить нас. Где были? В лесу, говоришь? Мне казалось, в лесах Аргаса безопасно. Они забрали еду и лошадь. Хотели схватить меня. До сих пор слышу их хохот. Это ужасно. Хохот? И на вас напали, чтобы забрать лошадь? Да. Если твой муж остался там один, долго он не продержится. Прошу, у меня дитя, помоги нам. По-моему, это какая-то засада. Я найду твоего мужа и разбойников. Какая-то засада мне прям... Помоги мужу. Так, я стрелы, давай-ка оставим вот эти вот хорошие стрелы. Стрела смерти. То вдруг там какой-то босс или немецкий лев будет, пойдем там драться. Они сгодятся нам. Мой муж там, говорит, помогите, спасите. А те говорили, но это, возможно, не она. Но очень похоже, когда с этой бабкой-то. Мы встретились первый раз и спасли ее ребенка. Сейчас, подожди, я стрел наберу. Немножечко.
Ага. 12 кожи, ничего себе. С Палмаслева меньше падает или с Михалыча. По-моему, твоего мужа съели. Че ты гавкаешь-то? Вот что-то, иди сюда, вот что ты там гавкаешь? Ты видишь, я тут засаду устроил. Волк разве гавкает? По-моему, волк не гавкает нифига, он скалится, рычит. Привет, сынулька. Сейчас, ребят, сейчас, секундочку, я извиняюсь, с вашего позволения. Ничего не знаю, никого не знаю, как оценки не знаю. Что-то какое-то не настроение. Ладно, друзья, извиняюсь, продолжаем. Да, ты спас дитя, я поняла. Вот он, вот он. Бросишь человека в беде. Колдунья, выходи. Убила его, чтобы заманить меня? Умереть от руки величайшей жрицы Геры — большая честь. А вон ты где. Противился. Теперь в моем совете освободилось место. Ты еще можешь примкнуть к нам. Ага, смотри, у меня яду много. Ты лишилась рассудка. Это безумие. Мир, в котором убийц вроде тебя чтут героями. Вот безумие. Ты сама создала такой мир. Я против него. Хорошо. Опа. Раз ты желаешь лишь сеять хаос, желаешь слыть убийцей, нападай, дитя. Ты мог бы примкнуть к нам. Могли бы править миром вместе. Отдай мне свою жизнь. Орел ее чисто завалил. Мужики, подожди.
Во. Орелик, глуши. Он от яда помер. Так, пойдем туда, брат. Идешь? О, хорош, хорош. А щитом такой мощный. На. Поговорить с ней. Я змея! Я не успокоюсь, пока не перебью всех членов культа. Вас вычеркнут из истории. Надо было бы, правда, спросить про сестру, наверное. Это за мою мать и все разрушенные тобою семьи. От винта. Рукавица бессмертного, обычного стрела. Подобрать. Что там за рукавица-то? Что нам там поведают? Так, тут у нас урон воина горения. Тут у нас убийцы... А, вот это, да, говорил Максимилиан. 30 крита при полном здоровье, короче. Я сломал сапоги. Урон охотника нет. Это мы не будем носить. Мне рукавица интересно. Ну, тут только доспехов они немного прибавят. А тут воины к шансу крита. Тут к воину и адреналина за удар. Наверное, адреналин за удар. Поинтереснее. Комплект бессмертный. Кстати, умерев, вы воскреснете со 100% здоровьем. Время восстановления 1 минута. Ничего себе. А зачем сохраниться, загрузиться тогда? Так, 3-й осколок мы нашли. По культистам смотрим, друзья. Кто у нас тут еще открыто имеется? Ты кто? Мы не знаем, кто это пока. Великого нужно найти в храме на мысе Сунион. Бело, спартанский зверь-герой арены Певки. На сапог был шанс, а тут просто крит. Ну, сила крита, да. Ну-ка. Битва закончится, лишь когда останусь я один. Жестокий, безжалостно, зверский, самое милое, что можно сказать об Акитосе Великом. Он был хуже, намного хуже, ничего удивительного, что его назначили наставником молодых наемников, желающих стать стражами и воинами космоса. Тех, кого счел недостаточно озлобленным, приносили в жертву. Герой культа. Ничего это какой-то, блин, герой. А ты? Хаос, великая сила. У берегов Певки раздавались крики. Чем ближе к Певке, тем громче, даже оглушительней. То были крики мужчин и женщин, боровшихся за жизнь на арене перед тем, как зверь с ними расправился. Сразиться на арене? А здесь не показано. Как понять, сразиться на арене? 29-й, не. Так, а тебя тоже, да, можно? Я провел 20 лет в море и понял, что культ — мой дом. А вот этот, короче, смотри. Бороздит что-то там. В моем флоте несчетное количество кораблей, но мне нужны капитаны. Мы отправляемся в море к берегам Андроса.
Отправляйтесь ко мне, своих лучших сыновей и дочерей. К берегам Андроса. Так, а этот? Вчера во время боя головы раскалывалась так кровь. Прекрасный вид. Да фокус в том, чтобы начать с глаз немедленно надавить на них пальцами. Дальше все просто так. Приезжай, посмотри на наши тренировки, привози голову. Мы будем в храме Посейдона на мысе Сунион. Так, мыс Сунион. Мыс Сунион и берега Андроса. Давай пока посмотрим мыс. А, вот он, мыс Сунион. И берега Андроса какого-то. Во, это... Ох ты. Ну, в целом-то... В целом-то можно вот отсюда вот, да? Культиста. Сколько мы там? 3 уже нащелкали. Ох, что-то у нас тоже, да, кстати, снежка, вы там говорили, а у кузнецов бывают таблички, так, это я читал. Снежка-то навалило, будь здоров. Прям так хорошо на улице. Мне бы табличку сейчас улучшить. Готовьтесь, отплываем! Развитие героя на островах. Если вы понимаете, что вам нужно поднять уровень перед выполнением, посетите острова неподалеку. Там всегда можно найти сокровища, накопить опыт. Ага. Готовьтесь! Живей! Тут у Спарта дерется против Афин. Вы чё это, ребятки? Та-та-та-та-та-та. Так, друзья, завтра у нас... Ох ты, кит. Завтра у нас по планам, наверное, все-таки Spellforce. 3 будем проходить понемножечку. Вот, ну и Ассасина. Так, а где у вас перешвартоваться? Ладно. Афродита, да, поэт Афродита. Не, ну больше всего запомнился это крестьянин с метелкой, который пылью меня просто такой по голове. Так. Святилище, ага. Я готов. Опять, блин, крепости эти. Сожгите. Если меня тут... Все, короче, начинается, если меня заметят. Но тут сокровище. Сожгите припасы. О. Работаем. Ты кто? А, вижу, все. Какой, а? Это как ты... Все, сел.
Пошли отсюда. Да тихо ты. Ну все, ну началось. Ну я ж по стелсу работал. Пьяная коза. Опа. Не волнуйся. Ты умрешь и, наконец, смогу половить голову достойному сопернику. Орел. О! Главное остановиться. Подожди. Понял. Какой-то он бешеный, ребят. О, да. Сейчас, подожди. Я к тебе приду. Чё ты? Подожди. Факел. Так. Подтверждаем. Стабильность региона минус 30. Пояс Ахилла. Поясок воина к шансу крита. Ну тут убийца падает, доспех растет. Пофиг, ломаем. Сюда потом что-нибудь набьем. Сапоги. Убийца от посохов. Урон. А тут убийцу поставим. Так, 4, да? У нас еще 2 где-то доступно.
Ну и пойдем дальше по луту. Все, гори. Лук разбойника. А чё ж я там-то еще сокровище какое-то нашел? А, это другая область уже идет. Все, ребят, все, да, да. Так, еще один культист, наказанный. Еще кого-то нашли, что ли? Правитель Биа... Нет, это не то. Наверное, стоит вот этого вот найти. А он где-то вот здесь вот. Быстрое перемещение. Так, а тут корабль... Да, тут можно. Попробуем сейчас корабль там вызвать. И пойдем еще одного поймаем. Негодяя. Потихонечку, помаленечку. Так, а мне можно... О, полный ход есть. Тары-тара-та-та. И получается, они тут все под одними знаменами. 4 корабля. Не вижу я. Он... А, нет. Нет, нет, нет. Сейчас, если он с пиратами завяжется, мы можем также... Поехали. Да что ж с этими копьями-то у меня никак не везет. Хорошо. Потушите кто-нибудь огонь. О, хорошо. Эпический шмот зря ломаешь, он лучше легендарок, если на эпике стоят правильные гравировки. Просто качать не... Я думаю, что лучше найдем. Их держать они по уровню, понимаешь, проседают и в прокачку... Прокачивать, на них деньги тратить. Куда ты? Подожди, зачем ты стрельнул-то?
А это кто? А это кто, блин? Я зацепил другой корабль, что ли? И копии я не пойму. Я зажимаю кнопку R, они нифига не стреляют. Ладно. Типа мы все равно, смотри, как бы, я к чему, Максимилиан? Это пираты, походу. Мы играем и по большей части проходим сюжет. А сюжет рано или поздно приведет нас к высокому уровню. Я ж не буду с этими сапогами 20-го бегать. Полыхнул. Хорошо. Стреляем по команде! Еще один залп! Живей! Достать скорости! Приготовьтесь! Готовьтесь! Пускай горит! Опа! Опа! Хорош! Короче, надо отсюда уплывать. Подожди, подожди, тут тяжеловато что-то пошло нынче. Да скорее, скорее. Вот, а теперь можно... Где там дерево? Спасибо.
Что, нас еще что ли кто-то бьет? Давай! Идеально. Попал, попал, да. И чё они, подожди, встали? Они идут прямо на нас! Вперед! Всем держаться! О! Справились, друзья. Ух, мощно. Так, ну теперь кого мы можем раскрыть-то? Доберись до всех культистов из этой же группы. О, посох Асклепия. Ну, то есть тут максимально это 15, да? Адреналину шанс удара добавляет к урону, нанести крит удар невозможно. Так. Подробности можно у кого-нибудь посмотреть? Вот, есть. Космос хочет знать, какие тайны хранят сердца людей. Поэтому я вырезаю их. Поэтому я вырезаю их жестко. Корабли Сатеры кружили вокруг Саламин. Словно рука, сжимающая горло. Ей было велено отправить корабли назад. В Мегарите есть охраняемый склад, где они соберутся. Там она будет ждать уязвимые и открытые для атаки. В Мегариде есть охраняемый склад. Так, что там нам? Кинжала, урон убийца. Охотник, урон от яда, 6% урона в режиме ярости. Так, и наручни какие-то. Урон убийца. Во, 15 силы крита. Вот нам и убийца подъехал. 50% урона от способности убийцы. Во, комплект пират. Ну чё, разве не плохо? Это, по-моему, шикарно. 50 урона от способности убийцы. Хотя, с другой стороны, способностями. А мы что, способностями убийцы? Вот этим, только этим бахаем. А, ну и яд еще, кстати. Это что же как на ветке убийцы? Ну, комплект неплохой от пирата. Так, ладно, в Мегариде, да? Какой-то склад. Давай смотреть. Вот он-то. Вот он-то он. Поехали, быстрое перемещение. Заодно сейчас глянем, если есть кузнец, закупить у него таблички. Шмоты, с шмотом шмот, как бы эпические, не эпические. Я думаю, что к 50 уровню я все равно все поменяю вещи и подберу какие-то более. А может быть и плохие буду. На Андросе культ нахуй, культист. Так вот, я нашел. А, стой. Это же отец. Он будет с нами разговаривать? Мы там этого... Бог вина или как он там? Вот, я видел... Акрокаринфт. Я был в Акрокаринфе. Оттуда вся Каринфия видна как на ладони. Я могу лишь гадать, как последователи Афродиты чтят свою богиню.
Афродита. Гетеры всячески воздают хвалу Афродите, особенно по ночам. Ваша богиня стоит того. Когда я был моложе, по ночам часто думал о том, как бы мне воздать ей хвалу. Вот и вся история. Теперь твой черед. Итак, кто-то хотел твоей смерти и нанял Дария? Верно. Мой брат. Твой брат? Это какая-то бессмысленная... То есть ему 4, что ли, рассказали? Я тебе расскажу. Мы с братом Мест посещения. последние из сыновей царя Ксеркса. Не может быть. Тогда ты стал бы царем. Я был им. Меня зовут Артаксеркс. Я хотел, чтобы в Персии воцарился мир. Но мой брат жаждал власти и нанял убийцу. И вот я здесь, изгнанник, просящий подаяние. Сын Ксеркса. Я продолжу, если... Это же те, кто на Спарту напали, правильно? Меня история. Я вернусь и все тебе расскажу. Возвращайся после каждого путешествия. Но он немного нам сказал. Пройдите следующие точки. Синхронизация. Принц Персия. Еще 2 штуки найти, оказывается. 3 нашел, 2 осталось. Бронзовая птица в Аркадии и уступ на горе Тайгет в Лаконе. Аркадий, по-моему, у нас недалеко. Вот он, Аркадия. И Лакония. Лакония вот она. Ладно. Так, ты Адрос. Это кузница где-то, да? По-моему, одна здесь. Что там вход, короче, в кузницу. А другая... Вот она. А мы сейчас сделаем, короче, и туда, и туда. 2 зайцев, скажем так. Приветствую. Так, купить. Я хотел бы купить и посмотреть. Нет у него тоже таблички, у него единороги. По поводу продать. $400. А это что, залог 26-е? Да, у меня тут, блин, как всегда. Поесть, попить. Сыры, колбасы. Так, гравировка. Что-то там сейчас я вспомню, по-моему. Рукавица пирата. 11 урона убийцы, 15 крита. Может 6% здоровья к мощности стихий. К шансу крит удар. К мощности стихии. То есть это не стихии, это ждот. Минус восстановление способности удар героя после успешного парирования. Ладно, я к яду. К яду. Что, типа, гравировки поставить на снаряжение? Ну, типа, к яду поставил. Тело, да. На тело бы тоже стоило. А что на тело? Тут шанс крита. Сейчас я посмотрю. Тут тоже можно стихиям, типа, больше, чтобы сильнее яд бил. 6 здоровья. Вот, урон от яда конкретно. А как, подожди.
Какой смысл ставить 8% урона от яда, если можно поставить к мощности стихий? И там и горение, и яд. 44. И они одинаково причем стоят. Типа гравировки не улучшается, что ли, получается? Тут конкретно урон от яда. А это конкретно к мощности. То есть при ударе. А это потом, чтобы сильнее яд работал. Давай. Будем ядом. Ядовитые. Ну вот, тут шанс крита. 5% урона переходит в здоровье. Ахилл. Вот это, кстати, прикольно. Ты бьешь и регенишься. И хилка в основном не нужна. Лук поставил. А еще если яд на нем работает на цели, да, и тебе в здоровье переходит, круто. Комплект Ахилл. Ну, я, наверное, такой не найду. Показатели брони. Устойчивость в ближний бой, яд, здоровье. Урон от попадания в голову. Давай убийцу поставим. Ну, вот это классно. Я считаю, вот это вот обалденный комплект Ахилла. Ты, во-первых, себе ячейку оставляешь вместо Ахилла, ну, пока что. Может быть, Ахилл тебе все равно будет нужен, но в любом случае ты живешь, травишь, хилишься. Доброго дня. Хорош, мужики. Вот прям, я думаю, когда же... Вот вчера сверлили, позавчера сверлили, я думаю, сегодня. Когда же засверлят-то? Ну, пора бы уже, пора. Сверл там у них еще не отвалились. Дай хоть парочку-то еще этих председателей-то убить культа. Председателей. Тебя здесь не ждали. Уходи. Если заметят... Ты афинянин? Ух ты. Да работаем, чё, ма? Тихо, ты куда ты горишь-то? Ты не гори, ты, брат, ты беги. Будет легко. Ты еще на ногах? Не позовешь друзей? Так легко.
Ты куда? Да я вообще ничего не вижу. Понял? Я не трус, но я боюсь. Ну, щиты. Но мы-то с вами знаем, докуда мы... Опа, 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 тихо, тихо, тихо. Пёсель. Волк. Ничего личного. Это... Она волк, что ли, ждет? Че она стоит-то? Блин. Еще наемник, ребят. Ну тут они мне, походу, не дадут культиста-то убить. Дай добью-то. Фу, блин.
Змеиный пояс. Пять узников. Ну-ка. Что-то прям круто пошло. Так, урон убийцы к шансу крита воина. Тут у меня от яда и убийцы. Вот она. К отравлению, к ослаблению змея. Ахилл. А, это урон переходит. Ну тут да, тут здесь еще подкачать на что-нибудь. Еще будет урон от яда. Вы представляете, просто весь ядовитый. Урон от яда убийцы воина. От яда нет. Так, здесь у нас что? Кинжал охотника. Это нам не надо. Культист. А я когда игру прохожу, сам наемников ищу так, как они боятся со мной драться. Но я по возможности сейчас, может быть, тоже от них страдаю в какой-то мере, а потом будет попроще. Это 29-й. Доберись. Потосал что-то там. О, урон от кинжалов при атаке сзади. Ничего себе тут обилки какие. Серьезная. Так, ну я предлагаю попробовать узников освободить. Сзади идет. Там еще сокровища. В общем, постараться зачистить это все дело. О. Доспех Ареса. А Арес у нас кто там? Бог войны? Убийца к адреналину за убийство внезапной атаки, сила крита. Тут воина к показателю от яда. Но вот это поинтересней. Плюс еще 3 уровня. Сюда гравировку бы тоже какую-нибудь нанести. Там от яда или еще какой-то. Да куда ты полез-то? Тихо, тихо. О, ребята, вылазим. Их всех тут надо, да? Ага. Так, еще капитана найти. Спасибо. Есть. Сожгите припасы, да? Так, а где они могут быть? Вижу. И вон там я не сжег. А, как в тот раз, да, спасал этих узников, а потом давай в них кортики кидать.
Да Ричард, по-моему, писал, ты что, говорит, своих же убиваешь, а я все, разошелся. Нет, твой доспех! Тихо ты, доспех Ареса, ты не пали. Пошел с факелом на дно. Только взял уже сразу курточку жечь. Во-во-во, капитан, смотри, этого. Узника там отстреливает. Вот и узники сгодились. Спасайте. Стоп. Где-то что-то звякнуло. Я аж слышал. Вон оно. Вон еще трое бегают. Двоих, короче, поймали, а трое еще бегают. Байтит. Да-да, мужики. Если что, попробую помочь. Смотри, стали в ряд. Кого-то они там увидели. Ну, можно считать, неплохо пройдено. Ух. О, Спарта там с афинянами крошит друг друга зубы. Так, и еще один культист где-то здесь. Отправляемся в древнюю кузницу, смотрим. Что-то по стриму нормально уже. Насчет мощности стихии не могу сказать, в чем разница. Я ее не ставил. У меня и так соперник сгорает за пару секунд. Ну, я так думаю, что один влияет при ударе мощность, ну то есть урон. А второй, если пишется урон там от яда или от горения, то именно когда идет эффект горения или яда. Предположительно. Чисто предположительно. Так, я на Адросе. Культист, да? Вопрос только какой культист? Химера ведет поход к Андросу, вот. Чего стоит одна жизнь без тысячи других за ней? Химера. Вот она. Вот он, друзья, Химера. Так, а вообще мне, по-моему, по квесту надо как раз-таки собрать то, что я уже собрал. Или же нет? Сейчас... Урон воина, не то. Так, задание. Сколько мне там, 6 или 7 осколков собрать? А, еще один нужен, друзья. Вот, еще один, как раз-таки это с культистом связано.
То есть последний осколок нужен. И что-то мы там усилим, улучшим. Пара-папа. Я вот только, знаешь, что-то одного, ребят, не пойму. А зачем несколько кузен? Здесь кузня, здесь кузня. Ну, типа... Чтобы не бегать куда-то взад-вперед. Там еще и Михалычи. Просто лесная братва атакует. Михалыч, рви всех. Разборки попал. Блин, еще закат бы тут встретить, а? Эх. С чашечкой кофе прям на берегу. Ну где он там у нас? Культиста. О. Лагерь на берегу. Принял. Опасно. Надеюсь, меня не заметят. Просто мы кактус. Ну просто кактус. Ладненько, ребят, давайте, наверное, я все-таки остановлюсь, а то сейчас меня дальше затянет еще на часов 5, и как минимум порубиться в нее. Да хоть спасибо, до свидания сказать, ты че? Ребят, спасибо вам большущее, что приходили, что нашли время, поддержали и так далее. Вот, спасибо за донат, спасибо за лайки и за все ваше присутствие. Прощаться будем с вами до завтра. Завтра у нас Пилфорс. Да он не даст сказать-то. Вот завтра у нас Пилфорс, а там Ассасин. Не забываем, будем дальше лупить. Лупить у нас еще Вальгалла впереди. Так что, давайте, удачи вам, добра, хорошего вам продолжения дня, настроения. С вами был Мишаня. Всем пока. Как всегда у меня все работает корректно. ОБС опять подвисла.